Всем доброй ночи, друзья мои, а точнее, доброго раннего утра. Когда-то во времена правления великого Александра Македонского пришли послы из Фригии и принесли послание фригийского царя Гордия или Гордиуса. И посол царя сказал Македонскому: «Я приветствую великого царя от имени своего правителя. Ты хочешь завоевать весь мир. Но Фригию мы можем тебе подарить, и тебе не нужно будет завоевывать ее». «И какие условия?» – спросил Македонский. «Потому как просто так никто никому ничего не дарит». «Ты прав, великий царь», – сказал посол. «Есть одно условие. Наш царь отправил тебе запутанный узел. Вот если ты распутаешь этот узел, то наше царство твое. Если не распутаешь, то ты уйдешь от наших границ и не тронешь наше царство». И показали ему узел, который отправил царь Гордиус. И узел был весьма запутанный. И вот Александр кружился вокруг этого узла. И так, и эдак. Пытался его запутать, то есть распутать. Искал какие-то пути, выходы, рассматривал. И в конце концов не выдержал. Вытащил меч и рассек пополам. Послы, конечно, ахнули, крикнули. А он сказал: «А я все узлы развязываю одним махом». Так вот, с того времени отсечь или рассечь Гордиев узел, вот эта крылатая фраза осталась в мире, что, по сути, означает одним махом решить все запутанные проблемы. То есть, если не знаешь, как быть, то просто решительно действовать. Решительно отсекать одним махом ту проблему, которую тебе создали. У нас в жизни очень много бывает Гордиев узлов, которые мы пытаемся распутать. Не знаем, как быть, как расстаться с человеком, который нас мучает, причиняет боль. Но вроде бы мы его любим, вроде бы знаем давно, и как бы он стал нам родным, близким, но с другой стороны, ничего хорошего от этого человека, кроме страданий, мы не получаем. Мы сидим и думаем, как бы нам быть, расстаться с ним, или попытаться его исправить, или подождать, что он сделает, как, чего. Вот он, Гордиев узел. Мы пытаемся распутать этот узел и решить эту проблему. И в конце концов, в любом случае, у нас не получается распутать. Все равно мы поступаем как македонские, отсекаем. Действия решительные, резкие, и проблема решена. Берем чемодан и уходим от человека. Или берем человека и выкидываем через балкон и решаем вопрос. Никто еще не смог распутать тот самый Гордиев узел в своей судьбе. Всегда отсекали. Но нужно время, мужество, терпение и так далее. Но иногда магия может прийти на помощь и побыстрее решить эту проблему. Вторая проблема. Не ценят на работе. Как быть? Больно, обидно, внутри переживаешь, не говоришь, неудобно.
Это все копится, копится, в конце концов становится целой обидой. Эта обида переходит уже чуть ли не в физическую болезнь. Мы пытаемся и так, и эдак объяснить, что мы работаем больше других, и нам бы зарплаты побольше. И в конце концов нам это надоедает. Мы просто берем, ищем новую работу, приходим и говорим: вот заявление на стол, подпишите, пожалуйста, я ухожу. Как, чего, зачем? А вот ухожу и все. Не хочу я здесь больше работать. Вы отсекли Гордиев узел. Но для этого вам понадобилось время, терпение, нервы и прочее. Одним словом, я думаю, вы поняли, что такое в нашей жизни запутанный Гордиев узел. И как мы рассекаем. А бывает, что мы их пытаемся распутать этот узел просто годами, полжизни. А надо ли это делать? Правильно ли поступил Македонский, когда не стал долго ломать голову, а просто рассек? Я думаю, что да. Потому что он понял, что этот узел так завязан, что нереально распутать, поскольку Гордий-то был не дурак, он же не хотел свое царство кому-либо отдавать. Естественно, там было так запутано все, что распутывать это было бы нереально. Вот то же самое, когда судьба, как Гордий, вам предоставляет узел и говорит: вот распутай, вот подумай, вот найди, ищи выход. Мой вам совет: одним махом решите эту проблему и все. Вот вы запутались, не знаете, как быть. Вроде бизнес, но как-то не очень вам нравится, или партнер неправильно себя ведет, или работа, вы не понимаете, уйти, остаться, или отношения вам надоели, но вы не знаете, как это завершить уже, как отсечь его от себя, как свои чувства уничтожить внутри себя, как страх преодолеть, как препятствия и прочее. Чтобы весь мир, который был против вас, одним махом повернулся лицом к вам и решил вашу проблему. И он решит вашу проблему. Что даст этот ритуал? Этот ритуал вам поможет сразу закончить то, что вам мешает жить. Закрыть источник боли. Отношения одним махом завершатся. Встретится другой человек, вы полюбите этого человека, это вам даст мужество от этого избавиться. Или найдете место, куда уйти, возьмете ребенка в охапку, чемодан, ушли, вам предложили работу, квартиру, тут же все открылось, быстро друг за другом, за несколько недель вы устроились и постепенно избавились от этого упыря. А до этого вы, что бы ни делали, у вас не получалось. После этого ритуала у вас получится. Вам мир начнет помогать. Второй вариант. Вы не знаете, как быть с этой работой. Вы просто мучаетесь, никакого дохода, ничего нет, никто вас не слышит, никакого уважения никто не ценит. Вот отсекли этот узел, отрезали, избавились. Тут же несколько вариантов работы с проживанием, с хорошей зарплатой и прочее. Вы взяли, написали заявление, ушли оттуда без страха в новое место и благодарите всех богов, что быстро это закончилось. Суды, бесконечные суды, судитесь с кем-то не получается, то одно, то второе, то пятое, 20-е. Надоело эти адвокаты, деньги, бесполезная беготня. Вот взяли и сделали ритуал Гордиев узел. Через некоторое время начинает это все уже в вашу сторону поворачиваться. Один суд выиграли, второй, третий, определили, сказали, дали вашу долю. Закончили, больше ничего не надо. В течение короткого времени все эти суды, которые длились годами, закончились, решились в вашу пользу. Я надеюсь, поняли, какие проблемы решает данный ритуал. Данный ритуал очень сильный. Хочу вам объяснить, что поймите, дело в том, что ведьма, она убирает препятствия в вашей жизни. Она помогает вам жить по новой. Она убирает то, что на вас навели или с чем вы родились. Но всю жизнь она до пенсии вас за руку увести не может. Пока мы с вами живы, у нас могут быть мелкие, большие проблемы. Самое главное, что
что те самые страшные вещи, которые могут случиться с человеком, ранняя смерть, судимость, там, тюрьма, преследование и так далее, эти вещи с вами не случатся, потому как у вас уже есть защита, которую вам поставили и с вами поработали. Но остальные такие мелкие, большие вопросы вам придется всю жизнь решать, поэтому эти ритуалы пригодятся любому человеку, с кем работали, с кем не работали, которые сами взяли сделать. Прежде чем обращаться ко мне, и я уже 1000 раз говорю, я одним ритуалом помогаю многим тысячам людям сразу. Поэтому я эти ритуалы стала показывать. Не отдельно давать людям, а просто показывать, чтобы много тысяч людей могли сразу взять, воспользоваться и помочь себе. Потому как ко мне не все попадут. Ко мне попадает очень мало людей. И кто попал, тому повезло. И желательно, чтобы этот кто-то, конечно, ценил. Ну, знаете ли, не всегда это оценивается. Но в любом случае, как бы там ни было, большинство людей все же хорошие. Я все же склонна думать, что в мире хороших людей больше. Итак, прежде чем прийти ко мне, если это не такая смертельная проблема, но все же проблема, которая мешает вам жить, вы не можете собраться с мыслями, понять, как начать, откуда, каким образом решить, или храбрости, или силы воли не хватает в чем-то. Просто берите, проведите этот ритуал и разрубите этот узел к чертовой матери. И сразу же у вас откроются дороги. И проблема решится. А с более такими страшными проблемами, естественно, нужно уже бороться профессионально. Итак, что для этого вам нужно? Для этого вам нужен, нужна веревка, нитка, что хотите. Можете красный, черный, белый, зеленый. Вообще разницы никакой. Здесь я взяла такой более, скажем, классический вариант. Запутайте это все. Так спутайте, значит, обведите вокруг руки, и потом сюда, потом вот прям сделайте такое спутанное такое, чтобы невозможно было даже думать, что его можно каким-то образом развязать. Вместо меча, поскольку у великого Александра был прекрасный острый меч, но здесь у нас силы не хватит его разрезать, одним махом мы не можем прям ударить и пол стола снести, поэтому мы берем с вами ножницы. Но в любом случае мы рассекаем. Это не имеет значения, рассечь или отсечь, то есть отсекаем, рассекаем. Не имеет значения, что мы срезаем, без разницы. Так, положили сюда. Здесь у нас тысячелистник или бессмертник. Это одна и та же трава. Хотя некоторые там по-разному называют, есть и разделение этих трав, но в принципе бессмертник называют тысячелистник. И самое интересное, что я хочу вам сказать, что данный ритуал древнегреческий, друзья мои. Да-да-да, по крайней мере, то четверостишье из того ритуала, это древнегреческое. Может быть, даже немножко есть разница с современным греческим языком, но в любом случае. Оказывается, в Древней Греции, по примеру Александра Македонского, люди начали проводить определенную такую ритуальную часть. То ли в память о нем, из уважения к великому полководцу, то ли понимая, что он поступил умно, и это можно использовать в магии в том числе. И я когда-то давно нашла на греческом языке вот это четверостишье. И поскольку там в греческом языке, греческий язык прародитель и славянских букв, в том числе, ну и латинских, то, естественно, то есть алфавит имею в виду, естественно, некоторые слова я поняла, о чем речь, то есть что сказано, Гордий и так далее, Гордиус. И я попросила перевести эти слова, о чем речь. Оказалось, что это отсечение
то есть Гордиева узла. И в мою гениальную голову пришла идея. Если люди много тысяч лет это проводили, то это имеет особую силу. К сожалению, там нет особого описания. Там есть, там сказано о том, что когда зашли в какой-то там дом гостить, оказалось, что это один из жрецов храма Великой Киберлы, и этот жрец со своей женой проводили какой-то обряд отсечения Гордиева узла. Я, конечно, вспомнила Македонского, я поняла, сопоставила. Я так поняла, что они это проводили либо в память о нем, либо просто как ритуал. Ритуал для того, чтобы освободить жизненные дороги. Время от времени очень полезно проводить такие ритуалы, потому что нас путают всякие зависть, ненависть, слухи и все прочее, прочее, закутывает нас, и нам нужно отсечь этот Гордиев узел и освободить свою энергию хотя бы от этого всего. Хотя, в отличие от простых людей, ведьмы питаются подобными людьми. Они питаются ими. Как говорится, зачем убивать своего врага, если можно пить его жизненные соки и силы, и этим усиливать себя еще. Питаются. Чем больше о ведьмах говорят, чем больше они гавкают там и так далее, тем сильнее они становятся. Это нормально. Они иногда сами создают такую ситуацию, чтобы их разозлить и вывести. И они этим питаются. Но простым людям, конечно, лучше отсечь эту ситуацию и свою энергетику от этого всего освобождать. И вот я на основе этого четверостишья, или там несколько стихов, конечно, на греческом языке создала этот удивительный ритуал. И я хочу вам сказать, что сила неимоверная. И она опробована не раз. Я улучшила, конечно, намного усилила, но первый раз я применила и дала человеку где-то, может быть, 11-12 лет назад. И у человека сразу же проблема, которая застарелая, просто не получалась никак, вплоть уже до убийства чуть ли не доходила, это то есть решилась. И я поняла, что дополнительные, то есть слова, обращения, моя работа, и плюс этот вот древний стих, то есть древнее обращение, которое подпитано энергией поколений, они сыграли свою роль. Итак, читаем один раз, отрезаем этот узел, потом в разных емкостях начинаем сжигать. Пока она горит, читаем еще 2 раза, получается у нас 3 раза. Все это горит. Значит, свечи должны догореть, когда останутся огарки. Их не перемешиваем, этот пепел. Вот эта свеча с этой частью, сгоревшей травой и узлом, сыпем в отдельный мешочек. Эту часть с этой травой и мешочком, этим сгоревшим узлом и свечой, значит, все это в другой мешочек. Можете просто там платочки, без разницы вообще. Идете на 2 перекрестка. Отдельно, далеко друг от друга. На одном перекрестке положите, прям то есть посреди перекрестка, этот узелок. Повернитесь, киньте 4 монеты через левое плечо и говорите: дороги открыты. И идите, не оглядывайтесь. Нельзя оглядываться, потому что когда вы откупаетесь, сзади вас появляется дух. Вот я сегодня в сообществе поставила эту фотографию, где сзади меня сущность стоит. Вот примерно такой же ритуал я совершала. Правда, там был зазыв, но без разницы. Приходит дух, когда вы откупаетесь, слушает вас, слышит вас и выполняет. Если вы повернулись, посмотрели, нужно будет переделывать. Нельзя. Вы можете его не видеть, но он вас видит. Эффект пропадает. Поэтому кладете посреди перекрестка узелок, кидайте 4 монеты через плечо, говорите:
дорога открыта. И уходите. И на другом перекрестке делайте то же самое. Эти две части вот Гордиева узла не должны сойтись воедино в разных перекрестках. Все, вы рассекли проблему. И по двум перекресткам раздали миру. Все, вернулись обратно. Раздали — это не перекид своих проблем. Это значит кинуть, отдать мирозданию. Все, пускай само решит. А эффект этого ритуала вы ощутите на себя очень быстро. Настолько все повернется, настолько все раскрутится в вашу пользу, настолько все сразу друг за другом, как будто бы просто нанятые рабочие придут в вашу жизнь, вас просто посадят на диван, а сами все отремонтируют, поставят, включат, отключат и выйдут. Вот такое будет ощущение, что все за вас просто все вокруг решили и сделали. Дорогие друзья, я и так дарю очень много сильных работ. Просто иногда люди говорят: ой, а почему раньше вот такое? А у меня подобной работы, помогающей вам, очень много. Просто ко всему надо идти постепенно. И зритель должен быть готов. Вы должны идти постепенно. Нельзя сразу брать и первоклашке отдать программу 11 класса. Понимаете? Вы к этому должны идти постепенно. Начнем. Итак. Берете в руки, вот так вот. Значит, путаница, узел Гордиев. Ты окутал и запутал. Закрыл двери и дороги. И я обиваю судьбы пороги. Узел Гордиев, закрывший мою дороги. Мою судьбу, извиняюсь. Одним махом я тебя отсекаю. И дороги судьбы открываю. При слове отсекаю берете вот так. О. И положите в разные стороны. Вот так. Силу удачи от оков освобождаю. И отныне только благо от судьбы я получаю. Узел Гордиев, я тебя отсекаю. Апоково, Гордиос, Компос, Одромос, Тис, Зоис, Аноиго, Аллаги, Мойрас, Портатис, Эфтихиас, Анио или Аноиго. По-разному звучит. Отсекись, путаница, закрытые дороги, откройтесь. Да будет так. Я извиняюсь, сказала неправильно. Не 3 раза, 4 раза. Вот вы отсекли первый раз, потом еще раз читаете, а потом начинаете зажигать. То есть сжигать и снова сверху читаете. А дальнейшее я вам сказала, что делать. Еще раз читаем с вами. Немного устала, поэтому так медленно читаю. Путаница. Узел Гордиев. Ты окутал и запутал, закрыл двери и дороги. И я обиваю судьбы пороги. Узел Гордиев, закрывший мою судьбу. Одним махом я тебя отсекаю. И дороги своей судьбы открываю. Силу удачи от оков освобождаю. И отныне только благо от судьбы я получаю. Узел Гордиев, я тебя отсекаю. Апоково, Гордиос, Компос, Одромос, Тис, Зоис, Аноиго, Аллаги, Мойрас, Портатис, Эфтихиас, Анио. Отсекись, путаница, закрытые дороги, откройтесь. Да будет так, заклято. Просто усталость сказывается. Так, вот сюда и сюда. Это в сторону. И зажигаем.
Надеюсь, будет хорошо гореть вместе с травой. Давайте-ка. Итак, пока горит, читаем еще 2 раза. Путаница, узел Гордиев. Ты окутал и запутал, закрыл двери и дороги. И я обиваю судьбы пороги. Узел Гордиев, закрывший мою судьбу. Одним махом я тебя отсекаю. И дороги своей судьбы открываю. Силу удачи от оков освобождаю. И отныне только благо от судьбы я получаю. Узел Гордиев, я тебя отсекаю. Апоково, Гордиос, Компос, Одромос, Тис Зоис, Аноиго, Аллаги, Мойрас, Порта Тис Эфтихиас, Аноиго. Отсеклась путаница. Закрытые дороги открылись. Да будет так, заклято. Или закрытые дороги откройтесь. Да будет так, заклято. И так правильно. В принципе, это мелочь. Я иногда произношу и так, и по-иному. Но как бы я ни произносила, это все именно по правилам того ритуала, который я делаю. Так что можете не переживать. Не в таких мелочах сила кроется. Сила совершенно в ином, что называется ключами ритуала. И обязательно ждите, чтобы полностью прогорело. Если не горит, можете добавить немного спиртного, что-нибудь такого. Но не очень много, и держите рядом всегда воду на всякий случай, потому что эти ритуалы очень сильные, и огонь может быть агрессивным, поскольку это все связано с духами. А духи, которые питаются вашей энергетикой, духи, которые едят вас, лярвы, которые прилипли к вам, тоже мешают и закрывают ваши пути и дороги, и не дают вам решить свои проблемы. Эти силы тоже не очень хотят уходить. Естественно, огонь может быть очень агрессивен. Поэтому это так на всякий случай. И читаем еще раз. Путаница, узел Гордиев, ты окутал и запутал, закрыл двери и дороги, и я обиваю судьбы пороги. Узел Гордиев, закрывший мою судьбу, одним махом я тебя отсекаю. И дороги своей судьбы открываю. Силу удачи от оков освобождаю. Отныне только благо от судьбы я получаю. Узел Гордиев, я тебя отсекаю. Апоково, Гордиос, Компос, Одромос, Тис Зоис, Аноиго, Аллаги, Мойрас, Портатис, Эфтихиас, Аноиго. Отсекись, путаница. Закрытые дороги откройтесь. Да будет так, заклято. А что после делать, я уже вам в начале ролика сказала. И попрошу еще раз. Нужно ждать. Яна обязательно на днях наберет ритуал, если вы не можете, имеется в виду греческие слова, и выставит. Хочу, чтобы вы просто имели терпение и уважение к нашему труду. Мы сейчас работаем над новой книгой, которая должна скоро выйти. И поэтому она очень сильно загружена. Но в любом случае, в ближайшее время она всегда печатает и выставляет. Всем удачи, и пусть Гордиев узел вашей жизни отсекается и решается. А я немного в этом помогла. Всего хорошего.